Девочки, признавайтесь, кто хоть раз в жизни из вас пытался быть святой? Ну, знаете, такая эдакая идеальная женщина, которая всегда улыбается, на детей не рычит, не ворчит, мужа не строит, а внутри у нее филиал рая с розовыми пони. Как психолог я вам скажу по секрету, такие святые – это самые верные клиенты. Почему же? Потому что за этим прекрасным, красивым, ослепительным фасадом, как правило, прячется кто-то огромный, голодный и очень-очень злой. Кто-то, кого-то давным-давно заперли в подвале и кормят только обещаниями. В психологии мы называем этот фасад персоной, нашим светом, а то, что заперто вот там в подвале, тенью. Итак, что же такое тень? Ваша неприличная часть. Представьте, что ваша психика – это огромная коммунальная квартира. В парадных, красивых комнатах живет хорошая девочка, которая читает Таро и верит в высшее благо. А в темной каморке у черного входа заперта мегера, завистница или лентяйка. Тень – это все то, что вы когда-то решили в себе отменить. Если ваша мама вам говорила, злиться некрасиво, вы взяли свою злость и выставили ее за дверь. Но вот фокус. За дверью она не исчезла. Она стоит там, подслушивает. И иногда начинает неистово колотить в дверь в самый неподходящий момент. Ну, например, когда вы в 100-й раз соглашаетесь на какую-то бесплатную работу, а потом возвращаетесь домой и срываетесь на своих бедных домочадцев из-за какой-то немытой чашки. Итак, как же поймать тень за хвост? Техника зеркала. Как вам понять, что ваша тень вышла погулять? Внимательно посмотрите на людей, которые вас бесят до зубовного скрежета. Пример. Вас очень раздражает коллега, которая, слишком много о себе возомнила. Она постоянно хвастается. Я вас поздравляю. Это ваша тень вам шепчет: Ирочка, я тоже хочу признания. Но ты же у нас такая скромная, поэтому я просто буду бесить тебя через эту прекраснейшую женщину. Итак, ваше задание. Выберите, пожалуйста, своего любимого раздражителя. То качество, которое вас в нем выводит из себя, вот это и есть ваша запертая энергия. Ваша тень просто хочет, чтобы ей разрешили хотя бы иногда заявлять о себе. Девочки, второй есть карта дьявол. Все его боятся. Но в психологии тень – это не только про наше плохое. Там спрятано наше золото. Пример. Если вы подавили свою агрессию, вы потеряли способность защищать свои границы. Теперь вы как дом без забора. Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь. Пытаться жить без тени – это как пытаться водить машину, используя только переднюю передачу и никогда не нажимать на тормоз. Сначала очень весело, а потом стена. Как же соединить свет и тень? Соединить свет и тень – это совсем не значит стать плохой. Это значит стать объемной. Вот представьте, что вы – это прекраснейшая картина. Если на ней будет только белый цвет, то вы ничего не увидите. Чтобы появился рисунок, нужна глубина, нужны тени. Итак, что нужно сделать по пунктам? Признать: да, я бываю злой, жадной и ленивой. И это нормально. Договориться. Не выпускайте мегеру громить офис. Но дайте ей слово. Скажите: окей, я вижу, что ты злишься. Вот давай мы сейчас не будем орать на начальника.
но вечером я пойду в спортзал и выбью всю дурь из боксерской груши. Использовать. Возьмите энергию тени. Если вы завидуете чьему-то успеху, пожалуйста, не грызите себя. Используйте эту зависть как навигатор. Ага. Угу. Значит, я на самом деле хочу того же. Спасибо, моя дорогая тень, что ты подсказала мне направление. Девочки, Юнг говорил, я лучше буду целостным, чем добрым. И я, как психолог, подписываюсь под каждым словом. Пожалуйста, перестаньте полировать свой нимб. От него только голова болит. Позвольте себе быть разной. Настоящая магия Таро и настоящая психология, они начинаются там, где вы берете свою тень за руку и говорите: пойдем, моя дорогая, нам еще сегодня весь мир покорять. Подпишись на канал и поставь лайк. Девочки. Ну а теперь маленькая история о святой Ирине и ее внутреннем демоне. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее. Сейчас я, как дипломированный психолог, буду делать чистосердечное признание. Знаете, у нас у всех есть эта внутренняя святая Ира. Она просыпается утром, пьет детокс-коктейль, читает аффирмации на любовь к миру, да, и часто думает: сегодня я буду нести только свет. Я само принятие. Я буддийский монах в юбке. Это наш свет, наша идеальная персона. Но вот наступает реальная жизнь. Представьте, вечер, я уставшая, захожу в супермаркет, стою в очереди, и тут передо мной материализуется она. Дама с 5 пачками акционных пельменей, которая решает именно сейчас на кассе выяснить, почему цена в чеке на 2 гривны выше, чем на ценнике. Очередь замирает, вечность проносится перед моими глазами. Моя святая Ира внутри шепчет: Ирочка, дыши, посылай ей лучики добра. Она просто несчастная женщина. Ей просто не хватает любви. А в это время в моем психологическом подвале просыпается она, моя тень. Ну, назовем ее Ирина Демон. Она совершенно не знает про аффирмации. Она знает только, как эффективно опрокинуть тележку на ногу этой даме, да? Она сидит там, в подвале моей психики, и точит тесак, да, и ворчит: лучики добра, ты это серьезно? Давай лучше пошлем ей луч точного попадания пельменем в глаз. И вот тут начинается самое интересное. Раньше я бы испугалась, я бы подумала: боже, я же психолог, я не имею права так злиться, я должна быть экологичной. Я заталкивала свою Ирину Демона поглубже, запирала на 3 замка и улыбалась бы кассиру так сильно, что сводила бы челюсть. И к чему бы это приводило? К тому, что через 2 часа я приходила домой и срывалась на кота или мужа просто за то, что они слишком громко дышат. Девочки, тень всегда берет свое. Если вы не даете ей выйти через дверь, она обязательно вылезет через форточку и обязательно в грязных сапогах. Что же я сделала в тот вечер? Я признала свою тень. Я мысленно сказала: привет, моя дорогая. Я вижу, как ты сейчас ты хочешь устроить здесь сцену из фильма «Безумный Макс». Ты имеешь право злиться. Ты защищаешь мое время и мои границы. Спасибо тебе. Как только я ее признала, Ирина Демон перестала бесноваться. Она просто села в углу моего сознания, сложила руки на груди и сказала: ну ладно, но если она сейчас полчаса будет искать свою дисконную карту, я за себя не ручаюсь. В этом и есть секрет соединения света и тени. Не нужно притворяться.
Если вы чувствуете зависть к подруге, у которой, допустим, таро-расклады залетают в соцсетях лучше ваших, не душите это в себе, и уж тем более не душите это в себе святой молитвой. Скажите: «О, привет, моя зависть! Ты пришла сказать мне, что я тоже хочу успеха? Окей, давай подумаем, как нам сделать свой контент круче, вместо того, чтобы просто злиться». Тень, девочки, это ваш телохранитель. Ваша злость – это ваша сила. Ваша лень – это ваш предохранитель от выгорания. Ваша плохая девочка – это ваша сексуальность и драйв. Так что, девочки, когда в следующий раз потянетесь за картами, не ищите там только ангелов. Посмотрите на карту дьявола. Видите эти цепи на шеях у людей? Они висят там свободно. Люди могут уйти в любой момент, но они остаются, потому что они боятся своей тени. Не бойтесь своего внутреннего демона. Подружитесь с ним. Выдайте ему красивую одежду, разрешите иногда поворчать, и вы увидите, как в вашей жизни станет меньше стресса и гораздо больше настоящей, живой энергии. Целостность – это когда ваша святая и ваша Мегера пьют чай на одной кухне и обсуждают, как им вместе покорять этот мир. Ну что, признавайтесь, как зовут вашу тень, которая сейчас ворчит у вас внутри. Мои дорогие, чтобы наша встреча не осталась просто приятным разговором за чашкой чая, давайте перейдем к полевым испытаниям. Мы же не хотим, чтобы ваша внутренняя Мегера или ваш демон подали на вас в суд за нецелевое использование их ресурсов. Резко менять себя – это как пытаться за один день пересесть с трехколесного велосипеда на космический шаттл. Будет много шуму, толку мало, и копчик будет очень болеть. Поэтому мы пойдем путем маленьких шагов лазутчика. Девочки, ваше домашнее задание. Пожалуйста, выполнять с улыбкой и без фанатизма. Шаг первый. Фотоохота на раздражителя. В течение следующей недели, как только вы почувствуете, что кто-то вас бесит, ваша соседка, кассир, политик в телевизоре или даже автор кулинарного шоу, пожалуйста, не спешите его проклинать. Остановитесь и скажите: «О, привет, тень! Что это ты в нем узнала своего?» Запишите это качество. Если вас бесит чья-то выскоченность, значит, ваша внутренняя звезда, она уже засиделась в гримерке. Шаг второй. Легализация тени. Раз в день разрешайте, пожалуйста, себе быть плохой в чем-то крошечном. Не помыть тарелку сразу, а оставить ее до утра. Пусть ваша перфекционистка помучается. Или сказать «нет» на просьбу, которую вы обычно выполняете через силу. Почувствуйте этот сладкий вкус маленького бунта. Шаг третий. Диалог в лифте. Пока вы едете в лифте или стоите в пробке, мысленно представьте свою тень. Как она выглядит сегодня? Может быть, это лохматый домовой или дама в кожаном корсете. Спросите ее: чего тебе не хватает для полного счастья? Ответ может вас очень сильно удивить. Иногда тени просто хочется, чтобы вы купили себе те самые яркие туфли или просто поспали лишний час. Почему же стоит заглядывать на мои эфиры дальше? Девочки, мы только приоткрыли дверь в этот подвал психики. Впереди у нас разборы арканов через призму ваших личных историй. Мы будем учиться не просто гадать, а управлять своей судьбой, доставая из тени скрытые таланты, деньги и уверенность. Я хочу, чтобы ваши и наши видео стали для вас безопасным местом, где можно снять маску идеальной женщины и наконец-то выдохнуть. Пожалуйста, пишите в комментариях,
и делитесь своими бесячими историями. Поверьте, ваша история про вредную свекровь или очень странного начальника может стать лучшим учебным пособием для всех нас. Мы соблюдаем инкогнито. Я знаю, что среди нас есть партизаны. Если ваша история, слишком личная, или вы боитесь, что ваша персона треснет на глазах у всех, пожалуйста, пишите мне в личку. Там у нас территория без галстуков и осуждения. Я желаю вам, чтобы ваш внутренний свет был достаточно ярким, чтобы не спотыкаться в темноте. А ваша тень была достаточно дерзкой, чтобы никто не смел наступать вам на ноги. И пусть ваша идеальная «я» иногда уходит в отпуск, а вместо нее на дежурство заступает веселая пофигистка. Помните, нимб очень сильно мешает проходить в дверные проемы. А рожки? А на рожки всегда можно повесить красивую сумочку. Будьте целыми, а не идеальными. До встречи в новых видео и в сообщениях. Жду ваших вопросов. Пожалуйста, не заставляйте мою тень скучать. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.